Здравствуйте, уважаемая Инга и все зрители канала «Ведьмины избы». Хочу рассказать вам свою историю. То, что случилось со мной, это невероятно. Дело мое очень сложное и запутанное, и я несколько лет билась. Хочу сказать вам, Инга, большое спасибо. Я просто в шоке. И вокруг меня люди тоже в шоке. Те, кто знает мою историю. Дело в том, что при устройстве на работу, при получении справки об отсутствии судимости нужна. И у меня обнаружилась уголовная судимость. И меня не брали никуда на работу. А я никогда не была под следствием и судом. Я всегда работала в государственных учреждениях, потом на госслужбе, в администрации и в комитете. Для меня это был удар, когда я узнала об этом. Я ходила на прием к участковому в МВД, но меня никто не слушал и не слышал. А я никогда не была судима. И статья в этой справке была страшная, побои с тяжкими последствиями. Ну, кто-то скажет, ну, подумаешь, ерунда какая. Нет, не ерунда. Меня не брали на работу. А если учесть то, что я только что поборола онкологию, и я совсем одна, без поддержки финансовой и моральной, то работа – это единственное на то, что я могу существовать в этой жизни. У меня никого нету. Меня очень часто унижали на собеседовании. Вот помню такой случай, когда я впервые узнала, что я, оказывается, была судима. Я устраивалась на работу у ФМС, миграционной службы. Зарплата там небольшая, но стабильная. И мне после операции нужна была такая работа. Я собрала все медицинские справки с наркологического диспансера, психоневрологического. Между прочим, справки платные. Вот. Сдала экзамен на госслужбе, хотя к этому времени у меня уже был чин на госслужбе. Но все равно мне сказали категорически, что вы должны сдать экзамен. Он был и письменный, и на компьютере. В общем, я прошла все. Ну, отлично. Собеседование в Центральном УФМС. Но перед поступлением на работу меня попросили пройти еще собеседование начальника именно района, где я буду непосредственно работать. Собеседование проходило очень неприятно. Он оскорблял меня, я не понимала, почему. Я еще не знала, в чем дело. Я спросила, почему он так себя ведет и разговаривает. Он мне сказал: у вас статья уголовная, вы уголовница, и вам здесь не место. Я ему начала возражать, на что он мне в грубой форме сказал, что я женщина с низкой социальной ответственностью и буду тогда выполнять все его сексуальные фантазии. Я настолько была ошарашена от таких слов, встала и ушла, хлопнув дверью. Сделала запрос этой справки, и действительно, там стояла судимость. Тут начались мои мучения. Меня никуда не брали на работу. Тогда я сделала ритуал подчинить себе обстоятельства. И просто чудо, у меня взяли заявление в районном МВД. И через какое-то время я получила ответ, что такого дела нет, и архивную справку выдать мне не могут. Я снова стала писать, но получала отрицательные ответы.
Тогда я отправилась в городское МВД, написала заявление, на что они долго тянули с ответом. Мне пришлось несколько раз писать. В конце концов ответили, что есть пометка в базе на компьютере, а самого дела нет. В архиве нет. Никто не знает. В электронной базе написано, что дело закрыто в связи с отсутствием улик и доказательств. В общем, не понимают, где само дело и что и как. Тогда я написала в прокуратуру, в районную, но никакого ответа я не получила. Я написала еще 2 раза. И ответа не последовало. Тогда я обратилась в Генеральную городскую прокуратуру. И в назначенный срок я получила ответ, что данного дела нет в архиве, пометка есть в базе, а также направлено письмо в информационный центр для рассмотрения дела. Тогда я позвонила исполнителю этого письма, помощнику прокурора, и мы поговорили. Разговор был очень неприятный. Я бы сказала, с элементами агрессии в мою сторону. Помощница прокурора сказала мне, что я сама виновата. А теперь ищу непонятно какую правду. Я ответила ей, что это ошибка, их ошибка. Мне стало очень обидно и сказала, что я буду обращаться в суд. На что она мне сказала: у вас нет шансов. Суд подтвердит мнение прокуратуры. Накануне я заказала в электронном виде справку, и она пришла мне с судимостью 13 апреля. И как раз вышел ваш ролик, уважаемая Инга, «3 духа судьбы для спасения». И я сделала его. Не дождалась я текста, не стала ждать. Все сразу же переписала внимательно, все послушала, все написала в книгу теней и сделала, как вы сказали. И еще я сделала тропой змеи. Этот ритуал я услышала в ролике «Люди говорят». Девушка рассказывала, что он помог ей в трудной ситуации при сложностях с работой. А вчера мне пришло сообщение, чтобы я пришла за справкой об отсутствии судимости в бумажном виде туда, в информационный центр. Сегодня утром я сварила кофе и поставила благовоние фортуне со словами «с благодарностью за все». И я поехала туда, хотя надежды у меня не было совсем. Какое же у меня было удивление и шок, когда женщина дала мне справку абсолютно чистую. Я хочу вам показать. Вот у меня в электронном виде. Извините, я не хочу показывать фамилию. Вот я получила 13 апреля справку. Вот у меня стоит уголовное дело и прочее, прочее. И сегодня я получила справку за 19 апреля. Вот. Не имеется, не имеется, не имеется. Это был просто шок у меня. Мне в тот момент стало нехорошо. Она меня переспросила даже: «С вами все в порядке? Вам плохо?» Я ответила: «Мне теперь хорошо, спасибо большое. Идите», она мне, я услышала вслед: «Идите на улицу». Это я услышала. Вы не поверите. Когда я вышла
Светило солнце и пошел дождь. Я дошла до остановки и зарыдала. Просто зарыдала. Это просто невероятно. Это просто невероятно. Я столько прошла унижений, меня оклеветали, мне никто не верил. Я так замучилась. Спасибо вам большое, Инга. Спасибо за вашу работу. Оба ритуала мне помогли. А последняя ваша работа «Три духа судьбы» для спасения поставила жирную точку в этом моем запутанном и страшном деле. Чистки и открытие дорог я делала каждый месяц. Спасибо силам, что я вас встретила, Инга. Яне отдельное спасибо за ее терпение и доброжелательность. А вам, уважаемые зрители, хочу сказать вам, что нужно делать ритуалы настырно, самим и верить в справедливость. И помните, что бейтесь, где стоите, и не теряйте надежды. Еще хочу сказать, что, возможно, люди, которые совершили эту ошибку, с которой я боролась столько лет, может быть, напугались чего-то и изменили в этой справке. Вот я хочу показать, что вот у меня здесь книги теней. Починить себе обстоятельства я делала. И 3 духом судьбы. Также вот здесь у меня лежат распечатанные ритуалы и книги, которые я недавно приобрела. Спасибо вам большое, Инга. Я вам очень благодарна. Спасибо, что вы есть в моей жизни, что вы у нас, у всех, у зрителей есть. У меня сегодня особенный день. Можно сказать, с чистого листа теперь. Спасибо.